Вот и появился первый трейлер третьей части «Дюны». Пол Атрейдес предстает в ином статусе, он пробыл новым императором уже более 10 лет. Но в галактике закономерно зреет угроза. Что неудивительно для фильма Вильнёва, нам рисуют грандиознейшую картину. И чем внимательнее в нее всматриваться, тем больше деталей можно заметить. И важное предупреждение, поскольку это разбор трейлера в деталях из тонны лорной инфы по книгам, я ни в чем себе не отказывал, а потому предупреждаю, будет огромное количество сюжетных спойлеров. Итак, трейлер начинается с кадров, которые вполне можно считать прямым следствием концовки прошлого фильма. Когда мы в последний раз видели Чани, она в гневе демонстративно ушла в пустыню. Но ролик стартует именно с воссоединения пары, и их внешний вид прямо-таки намекает на то, что это происходит ближе к финалу второй «Дюны», а не к основной истории триквела, действие которой разворачивается 17 лет спустя. У Пола все еще длинные волосы, а не та выбритая голова, которой он щеголяет в других сценах. В то же время ни у него, ни у Чани нет шрамов на лицах и признаков старения, которые можно заметить в кадрах, относящихся к основному таймлайну. У Чани можно заметить и синий шарф Нижони, повязанный вокруг головы. Этот шарф имеет огромное значение в культуре фрименов. В книгах его носят женщины, уже родившие сына, что наводит на мысли о возможной беременности Чани еще во второй части фильма. Однако сам Вильнёв заявлял, что в его киноадаптации этот шарф надевают в тот момент, когда фрименская женщина влюбляется, чтобы показать, что она как бы занята. Чани сняла его в финале прошлого фильма перед тем, как в ярости уйти, но, судя по всему, их отношения к третьей части уже наладились. Обсуждаются имена детей. Пол упоминает имя Ганима, чтобы она была сильной, как ее мать, если это будет девочка. А на вопрос, как бы они назвали мальчика, Чани отвечает, что назвала бы его Лето, чтобы он обладал мудростью своего деда. Остается главный вопрос, является ли все это частью реальности или пока еще видений Пола о будущем, в которых он предвидит рождение Ганима и самого Лета II, будущего бога-императора Дюны. К слову, по книжному лору, из-за того, что Чани во время беременности употребляла просто огромные дозы пряности, близнецы появляются на свет предрожденными, как сестра Пола Алия. То есть они обретают полное сознание и доступ к генетической памяти всех предков, еще находясь в утробе матери. Довольно мелкая, но интересная деталь. Пол передает кольцо, являющееся символом его империи, своей младшей сестре, чтобы она могла взять власть в свои руки. Далее нам показывают кадры священной войны, разорвавшей галактику на части во время правления Пола. И хотя роман «Мессия Дюны» пропустил галактические завоевания, оставив их за кадром, трейлер ясно дает понять, что в фильме все будет иначе, что объяснимо для визуального медиа. Многие кадры демонстрируют смерть и разрушения, которые оставляют после себя Муаддиб и его воины в борьбе за трон и в войне против великих домов. Сцена плавно сменяется кадрами, где Пол и Алия вместе участвуют в совершенно новом фрименском ритуале. Они стоят лицом к лицу, прижавшись лбами друг к другу, в то время как их окружает толпа фрименов, и все они поют в унисон. Точная природа и цели ритуала пока не названы, и в книгах я такого вроде как не помню, но пение становится завораживающим фоном для всех остальных кадров ролика и просто невероятным саундтреком, чего уж таить. Леди Джессика вовсе отсутствует в книге, на которой базируется сюжет Дюны 3, но в трейлере она все же есть. У нее с Полом происходит короткий разговор о том, что чем больше он сражается, тем сильнее сопротивляются его враги. Что действительно важно в этом моменте, так это то, что сцена, судя по всему, разворачивается на Каладане, родной планете, которой дом Атрейдесов правил при герцоге Лето. Пол во время разговора с матерью одет в традиционный каладанский мундир, и, похоже, он отправился к ней за советом в самый разгар священной войны. Принцесса Ирулан является женой Пола на бумаге, но совершенно не поддерживает его правление. Мы раз за разом видим героиню Флоренс Пью, идущую по мрачным темным интерьерам, на одну из множества тайных встреч. Ирулан будет напрямую вовлечена в заговор по свержению Пола. Там и попытки помешать Чани забеременеть, и сотрудничество с многочисленными врагами ее мужа, и, в общем-то, базовая «Игра престолов», особенно если учитывать, что Ирулан действовала строго по указке ордена Бене Гессерит, чтобы сохранить контроль над генетической линией Атрейдесов. Трейлер также дарит нам несколько сцен с Робертом Паттинсоном. Он исполняет роль Сайтейла, лицедела из тайного ордена Беннет Лейлаксу, что означает его невероятную способность по своему желанию изменять внешность. Что-то схожее вы уже могли видеть в сериале по Дюне, но лицеделы Тлейлаксу — это генетически модифицированные гермафродиты, которые способны на глубоком биологическом уровне изменять все, включая даже выделяемые феромоны. Сайтейл выступит в качестве одного из главных антагонистов третьей части. В книге он был частью группы заговорщиков, но вот в адаптации он вполне может оказаться единоличным лидером, чтобы не перегружать сюжет именами. Странный саркофаг за его спиной, как я понимаю, содержит Гхолу Дункана Айдаха. Если прям очень кратко, то Гхолы в Дюне — это полные клоны на основе чужих клеток. До Дункана это были пустые оболочки. Но именно этому Гхоле была открыта и память, чтобы он мог втереться в доверие и помочь в заговоре. В
качестве продолжения демонстрации священной войны трейлер показывает несколько сцен со Стилгаром. Персонаж Хавьера Бардема ведет джихад в бой против неизвестного противника и безжалостно убивает каждого, кто смеет противостоять их Лисан Аль-Гаибу, что абсолютно логично и закономерно, ведь именно в поход на эти битвы тот и отправлялся в финале второго фильма. Есть и просто волшебный завораживающий кадр Ильи, одетые во все белое, которые неистово поклоняются фримены. Напомню, что из-за того, что леди Джессика во время ритуала выпила воду жизни, Алия стала предрожденной, обретя сознание всех преподобных матерей до нее, то есть уже в момент рождения она была религиозным феноменом для Аракиса. В то же время для Бене Гессерит она мерзость, поскольку такие дети не могут полноценно контролировать все личности и сущности в своем разуме. В общем, будет интересно. Сама локация, судя по всему, тот самый храм Алии, гигантское место поклонения, возведенное Полом специально для своей сестры. Один из кадров, как мне кажется, показывает проливной дождь на Аракисе. Способности Пола, как Муаддиба, вышли далеко за пределы простых видений из Мессии Дюны, дойдя до того, что он буквально начал трансформировать всю местную экосистему по своей воле. Но здесь нюанс. Вода буквально является ядом для песчаных червей, то есть озеленение неизбежно приведет к их вымиранию и полному прекращению добычи пряности во всей галактике, потому что их больше нигде нет. Естественно, все это создаст глубочайший культурный раскол среди фрименов. Для тех, кто читал «Мессию Дюны», одним из главных вопросов было то, включит ли фильм Вильнёва Эдрика, огромного и мутировавшего, похожего на рыбу в чане, полного гильднавигатора космической гильдии. В самом трейлере мы не видим никаких гениальных и хитрых рыбоподобных существ, но там все же есть пара мощных намеков на его присутствие. Самый явный из них — это момент, когда гигантский контейнер возят в твердыню, что вполне может оказаться резервуаром Эдрика. Эдрик для сюжетной арки заговора крайне важен. Будучи мутировавшим от постоянного нахождения в газе пряности, он обладает ограниченным даром предвидения. Его присутствие создает эдакую пророческую дымку, которая скрывает действия и тайные встречи от всевидящего ока Пола Атрейдеса. И, как я уже упоминал ранее, в фильме появится Дункан, трагически погибший в финале первой части. И еще раз, это не совсем он, это Хейт, новое существо, воскрешенное из его тела и разума, но с новыми идеалами, директивами и способностями ментата, на что указывают его белые глаза. Хотя, возможно, Вильнёв сделал так, чтобы визуально подчеркнуть искусственность и народность его происхождения. В этом мире он известен как Холл, и Сайтейл преподносит его Полу в качестве своеобразного дара. Также мельком показывают по-настоящему поворотный момент для всех читателей книг. Пол, закутанный в плащи, стоит среди множества солдат, когда вдалеке происходит ослепительная вспышка и мощный взрыв, сбивающий всех с ног. Это тот самый взрыв камнежога, который подорвали заговорщики. Для Пола этот момент радикально меняет вообще все в его жизни и буквально восприятие реальности. Для понимания, взрыв камнежога — это применение локального атомного оружия, излучающего специфические лучи, которые навсегда выжигают глазную ткань у всех поблизости. Но самое потрясающая лорная деталь в том, что после потери физического зрения Пол продолжает видеть окружающий мир. Его дар предвидения настолько совершенен, что полностью синхронизируется с реальностью вокруг, позволяя ему править так, будто у него все еще есть глаза. Что весьма примечательно, трейлер заканчивается даже не на самом Поле, а на Чане. Она показана стоящей на спине несущегося песчаного червя в тот момент, когда к ней приближаются двое врагов. Синий шарф плотно обмотан вокруг запястья, а в руке крепко зажат Крис-нож. Сцены не было в книгах, но она точно намекает на то, что в экранизации у нее будет куда больше экшена, чем в оригинальном произведении. И на этом у меня сегодня все. Трейлер был эпичным, саундтрек до мурашек, а ожидания велики. Все еще не представляю, как они надеются впихнуть столько событий в хронометраж одного фильма. Обязательно пишите в комменты свои впечатления и жду вас у себя в соцсетях, ссылки в описании. Не прощаюсь, до встречи уже скоро в новом видео.